Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Дорогие подписчики нашего канала, я вас всех лично благодарю за ту поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваше умение из наших видео извлечь много интересного и полезного материала. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. В нашем видео есть много интересного и полезного. По хорошей традиции, пожалуйста, пересылайте это видео по электронной почте, по социальным сетям. В наших видео есть уже субтитры, перевод на более чем 100 языков мира. Вы можете быть уверены, что это видео будет полезно всем вашим людям, знакомым, в том числе те, которые живут за рубежом, в ближнем, дальнем зарубежье, те, кто уехал в другую страну работать, отдыхать или на более длительное время. Тема сегодняшнего видео «Как чужой опыт помогает быть счастливой». Это видео будет в плейлисте «Апрель», и это видео по традиции посвящено нашим женщинам, потому что наши женщины, они теме личного счастья уделяют гораздо большее внимание. Это связано с тем, что у мужчин есть две сферы, в которых они больше всего прилагают усилий. Это сфера карьера и бизнес, и сфера друзья и отношения. В этих двух сферах мужчины, как правило, больше всего раскрываются. Для женщин сфера их интересов, как эмоциональных, так и сфера действий, это гораздо больше, почти в 2 раза. Это сфера яркость жизни, это сфера духовный рост и творчество. И также две сферы, в которых преобладают действия, это сфера личностный рост и сфера здоровья и спорт. Почему мы раскрываем тему чужого опыта? Потому что в предыдущих видео мы уже раскрыли, как мы можем структурировать свой собственный опыт, как мы можем организовать собственную жизнь через планирование или через инструменты взаимодействия с другими людьми. Миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. И если вы понимаете, что долголетие – это жизненная ценность, которую вы разделяете, вы начинаете больше сосредотачиваться на состояниях, в которых вы испытываете счастье, а состояние, когда вы испытываете счастье, это уже состояние может быть вами спланировано, если вы находитесь в состоянии 4, 8, 8, 10. Для людей состояние 0,4 счастья – это, как правило, кратковременное явление, оно очень высокое по амплитуде, бурная радость, потом переход в рутину. Для людей состояние 4, 8 счастье – это длительный процесс, это состояние, при котором ваши дела делаются в 2-3 раза быстрее, на легком эмоциональном подъеме, на подъеме физических сил, а люди в состоянии 8-10, они сами становятся источником положительной энергии. Кто-то может при общении с ними почувствовать вот эту вот энергетику позитива, внутреннюю энергетику счастья от взаимодействия с этими людьми. Поэтому давайте в этой ситуации разберемся поподробнее и давайте рассмотрим, в каких сферах рождается и планируется счастье, и как чужой опыт помогает быть счастливой. То есть мы сосредотачиваемся на теме состояния 4-8. Люди в состоянии 4-8, они очень хорошо изучают чужой опыт, стараются не повторять чужие ошибки, и те лайфхаки, которые были в истории успеха чужих людей, они стараются применять в своей собственной жизни, понимая, что из теоретических знаний нужно переходить к практике, и если практика помогает нам нащупать вот тот навык, который делает нашу жизнь более продолжительной, более счастливой, более интересной, почему бы нет? И почему бы не попробовать вот этот инструментарий? Итак, мы начинаем по традиции со сферы яркость жизни.
в сфере яркой жизни мы можем спланировать свое счастье. Счастье может быть состоянием, в котором вы хотите находиться. Счастье может быть от понимания того, что ваша жизнь является насыщенной, полезной и очень интересной для вас. Почему в колесе жизненного баланса Long Swim вот именно яркость жизни определяет счастье? Давайте рассмотрим от противоположного. Если мы возьмем сферу семья и отношения, для многих из людей, которые находятся в состоянии 0,4, состояние счастья, это состояние вот именно семейного, личного счастья, а все другие сферы, как правило, не рассматриваются. Если вы в сфере семья и отношения перейдете в состояние 4-8, вы уже начнете замечать, что состояние счастья, оно может присутствовать в каждой из этих сфер, и в совокупности вот это вот ощущение от насыщенной классной жизни можно уже и перенести в сферу яркости жизни. В сфере яркости жизни идет полное распределение вашего времени, в какой сфере уделить сейчас больше времени, где можно подтянуть отстающую сферу жизни. Все это определяется в сфере яркости жизни. Почему так происходит? В сфере яркости жизни мы управляем своим свободным временем, то есть мы в состоянии 4-8 стараемся достичь своих целей, тратя на это не более 50% собственных свободных ресурсов. В состоянии 0,4 мы выполняем те же самые задачи, но тратим примерно 80% своих свободных ресурсов, своего свободного времени. Таким образом, у нас не создается запаса времени, не создается запаса энергии. То есть мы живем от заправки своей энергии до заправки. То есть мы проваливаемся из состояния работы в состояние отдыха, сон. Далее в нашем дне происходит очень много незапланированных событий. Вот эти незапланированные события и съедают тот ресурс, который находится между 50 и 80%, то есть более 30% ресурсов съедают наши непредвиденные дела, дела, которые вы не планировали, дела, когда вы считаете, что необходимо помочь другим людям. Это все съедает ваш дополнительный ресурс. Поэтому, когда вы разбираетесь в ситуации собственной жизни, вы должны понимать, что если в вашей жизни все происходит по плану, можете, кстати, ответить на вопрос в комментариях под этим видео. Считаете ли вы, что состояние счастья может быть запланировано, или состояние счастья – это спонтанная величина? Перечислите ситуации, когда вы были счастливы, и перечислите ситуации, в которых вам хотелось быть счастливы, но не получилось. Таким образом, наше видео переходит в интерактивный формат, когда мы не только рассказываем о своем видении, но и постараемся услышать ваше мнение. Если эту тему необходимо развивать, мы обязательно выпустим через 2-3 месяца продолжение этой темы с учетом ваших пожеланий в комментариях, с учетом того, что мы рассмотрим те источники информации, которые раскрывают тему счастья в видео, в каких-то книгах. Указывайте любой источник, который для вас считается доступный, эффективный. Нам эта информация от вас будет очень полезной. Итак, мы рассматриваем тему счастья сквозь призму состояний. Переходим к состоянию 8-10. Мы к этому состоянию будем постоянно стремиться. Люди в состоянии 8-10, они на достижение своих любых планов, этих планов может быть фактически неограниченное количество, тратить не более 30% собственных ресурсов. Вот эту вот разницу между состоянием 4-8, когда вы тратите 50% своих ресурсов, своей энергии, своего свободного времени, и состояние 8-10, когда вы тратите 30%, это состояние очень легко объяснимо, потому что люди состояния 8-10 к достижению своих целей привлекают людей, которые разделяют эти жизненные принципы, и вот эти 20% вот этой вот энергетики, это энергетика друзей-единомышленников, это энергетика очень сильная, созидательная, потому что люди разделяют ваши планы, и
они участвуют в реализации ваших планов не потому, что это оплачиваемая работа, оплачиваемая помощь, но и чаще всего на бескорыстной основе, потому что людям нравится вот эта вот и идея. И поэтому первая рекомендация, как чужой опыт помогает быть счастливой, ищите в своем окружении людей состояния 8-10, смотрите, какими способами они умеют объединять людей вокруг своей идеи, используйте вот эти наработанные лайфхаки, приемы и инструменты через непродолжительное время практики колеса жизненного баланса, примерно через полгода или через год вы начнете замечать, что многие эти наблюдения приводят к тому, что вы пользуетесь этими навыками, которые были в опыте чужих людей. Некоторые приемы практические, они помогают вам разобраться в ситуации, некоторые приемы приводят к хорошему результату, который на первых порах не очень заметны, но по мере того, как вы практикуете эти действия, это все становится более значительным явлением, более интересным явлением. Оно вам уже нравится на осознанном уровне, и вы уже плавно переходите к тому, что вы становитесь наставником, и вы через наставничество можете людям объяснять, как ваш личный жизненный опыт помогает вам быть счастливыми, и как примеры из чужой жизни помогают быть счастливыми другим людям. То есть я сейчас рассказал о втором преимуществе использования чужого опыта быть счастливой, то есть вы через стадию наставничества можете прийти к тому, что вы для других людей можете стать источником хорошей теоретической информации, источником хорошей практической информации, потому что теория от практики отличаются только двумя вещами. Людям в состоянии 4-8, 8-10 достаточно небольшого текстового упоминания, как это делается, как это у других получилось. Для людей состояния 0,4 обязательно нужно, кроме теоретических знаний, попробовать практическое упражнение в тот же день или на следующий день. Так для них это лучше доходит, лучше усваивается. Это вот такая особенность состояния 0,4. Когда вы находитесь в состоянии 4-8, вы это рассматриваете сквозь призму, а почему бы и нет, почему бы не попробовать. Если я попробую, у меня что-то получится, это для меня будет полезно. И таким образом, когда вы на любую ситуацию смотрите сквозь призму того, что попробовав, вы можете быть более счастливой. Если у вас это не получилось, вы приобретаете дополнительный опыт, но в следующий раз, когда вы попробуете, ваше состояние счастья будет на 1-2 шага ближе к вам. Рассматриваем следующую сферу, где чужой опыт может быть для вас очень полезным при вашем подходе к счастью. Это сфера карьера и бизнес. В сфере карьеры и бизнеса очень важно анализировать биографии других людей, которые работали в вашей сфере, где рассматриваются успешные карьеры, успешные случаи. Лучше всего рассматривать случаи, когда люди, проработав продолжительное время в профессиональной деятельности, смогли открыть свой личный бизнес. Открытие личного бизнеса помогает вам больше разобраться в той ситуации, хотите вы открывать собственный бизнес или просчет дает негативные результаты еще. Рано заниматься бизнесом или у вас мало возможностей для того, чтобы это реализовать в этом году, нужно знать более подходящего случая. Смотрим следующую сферу, это сфера деньги. Как здесь чужой опыт помогает быть счастливой или находиться в состоянии счастья. Для женщин сфера деньги и сфера семьи и отношений, она является очень сильно взаимосвязанной, потому что здесь одна и та же миссия – сохранить и приумножить. В сфере деньги вы начинаете понимать, что уже количество сохраненного, заработанного уже достаточно значительная величина, и можно попробовать поучаствовать в том, что эти деньги можем немного приумножать, вкладывая их в краткосрочные проекты, вкладывать их в развитие личного дела, либо вкладывать в рекламу себя для того, чтобы ваша репутация становилась лучше, интереснее на этом рынке. Все в каждом случае индивидуально, в каждой стране индивидуально. А тем, кто смотрит это видео не один раз, пожалуйста, расскажите о своей истории успеха, которая была у вас в сфере деньги, как вам удалось приумножить свой капитал, как вам удалось
прорекламировав себя, свою экспертизу, свои товары, свои услуги, вернуть потраченные деньги. Расскажите о тех инсайтах, которые были в сфере деньги. Таким образом, эта информация для многих, кто смотрит это видео, будет полезной и интересной. В сфере личностного роста я уже говорил, что чужой опыт является очень важным фактором. В состоянии 0,4 в сфере личностного роста вы можете поучаствовать в различных тренингах, желательно вместе со своим любимым человеком, любимым мужчиной или любимой женщиной. Это даст вам возможность разобраться в своих ситуациях, ведь у каждого из вас есть свой личный опыт, который говорит о том, что состояние счастья временно и хрупко, и может быть другой опыт, который говорит о том, что состояние счастья – это то, что мы делаем своими руками каждый день, идя навстречу состоянию своего собственного счастья, и вообще желательно в сфере семья и отношения четко определить, какие шаги укрепляют отношения, которые создают ощущение счастья. Кстати, женщины, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие шаги в семейных отношениях укрепляют ваше личное счастье, ваша личная история, и какие шаги, по вашему мнению, вас от состояния счастья отводят в сторону. Для тех, кто в возрасте более 40 лет, пожалуйста, не забывайте про свою сферу здоровья и спорт. В этой сфере здоровья и спорт чужой опыт спортивный, стремление к достижениям, тренировки, которые были, упражнения, которые были, они вам, если вы коснетесь этой темы подробнее, вы увидите, что многие спортсмены достаточно поздно пришли в спорт, в возрасте более 30, более 40 лет, и они в этом возрасте уже делают значительные шаги, значительные успехи. Эти успехи позволяют вам делать повтор этой ситуации, а если аналогов этой ситуации в вашей истории не найдено, тогда вы будете первым человеком, по чьей истории будут учиться другие спортсмены. Еще раз повторюсь, в сфере карьера и бизнес очень важно ваше состояние здоровья, потому что на состояние здоровья влияют факторы возрастные, а если вы своему здоровью уделяете регулярное внимание, то ваши успехи в сфере карьеры и бизнеса, они подкреплены тем потенциалом здоровья, который у вас присутствует. То есть вы на ситуацию смотрите через варианты его решения, вы наполнены силами, поэтому регулярно участвуйте в соревнованиях. 1 раз в 10 лет пробуйте новый вид спорта. Обязательное наше пожелание: занимайтесь с тренерами, которые имеют большие спортивные результаты или которые привели к значительным спортивным результатам других спортсменов. Наверняка в каждом населенном пункте найдется такой замечательный человек, и вы об этом замечательном человеке можете рассказать в своих комментариях. Перехожу к следующей сфере, которая очень сильно перенаполнена эмоциями, в том числе и эмоциями счастья. Это сфера друзья и окружения. И на примере своих друзей, родственников, коллег вы можете увидеть, что как они используют чужой опыт и как это приводит их к состоянию счастья. Пожалуйста, на все их истории смотрите с точки зрения того, что в этой истории есть еще, кроме отрицательных эмоций, еще положительный вариант. То есть эти истории не нужно повторять. Вы найдете много примеров того, что если вы постараетесь не повторять тех ошибок, которые совершили ваши друзья и единомышленники, ваша жизнь будет более гладкой, без этих сильных эмоциональных потрясений. Итак, тема счастья семейного. Мы плавно подошли к сфере отношения и семья. И здесь в силу вступают жизненные принципы. То есть мы еще раз настаиваем на том, что проработка ваших жизненных принципов в сфере духовного роста и творчества ведет к тому, что в сфере семья и отношений вы больше склоняетесь к тому, что ваш близкий человек тоже готов к тому, чтобы укреплять ваши отношения совместно, делать какие-то свои шаги, которые делают вас счастливой. И здесь мы плавно разбираем те ситуации, в которые ваш любимый человек, любимый мужчина и любимая женщина
были неправы, вы эту ситуацию смогли разобрать в спокойном эмоциональном состоянии, объяснили, что вы ожидали немножко другой реакции, ожидали другой поддержки человека. И когда человек осознает, что от него ожидали другой реакции, он уже не концентрируется на том, что он ошибся, он стремится перейти к той ситуации, которая оправдывает ваши ожидания, которая вселяет в вас надежду, что ваши отношения с каждым годом крепнут, что вы однажды в жизни сделали свой правильный выбор. А если вы ошиблись с выбором в отношении близкого человека, вы в любой момент можете написать своему любимому человеку, написать своему любимому мужчине о том, что вы хотите вернуться к тем отношениям, которые были, что в вашей жизни произошла непредвиденная ситуация, вы, скорее всего, погорячились, поддались эмоциям, и вы очень сожалеете о том, что ваши отношения перешли в стадии паузы. Если ваш любимый человек дорожит вашими отношениями, он на вашу просьбу откликнется легко, он будет готов с вами продолжить отношения, у вас есть еще один замечательный шанс ваши отношения начать с нуля, и в основе этого лежит уже ваше проработанное колесо жизненного баланса, это ваш анализ текущей ситуации с точки зрения того, что вы стремитесь к своему личному долголетию, ваше профессиональное долголетие идет параллельным курсом и не мешает вашему личному долголетию, то есть ваши планы в карьере и в личной жизни не находятся в стадии противоречий. Таким образом, вы можете в любой момент жизни исправить те ошибки, которые были в предыдущих ситуациях, когда вас переполняли эмоции. Я еще раз повторюсь, что состояние 0,4 – это грандиозный, как сказать, индикатор и источник очень многих ошибок, потому что в состоянии перенаполненности эмоций очень тяжело находить правильные решения. Чаще всего эти решения не преследуют каких-то долгосрочных целей, они преследуют, как правило, следующую цель – выйти из состояния сильного эмоционального переживания любым путем, даже если этот вариант решения ситуации приносит вам ущерб в долгосрочной перспективе, нарушает ваши долгосрочные планы, не расстраивайтесь, состояние 0,4 – это не наказание, это всего лишь стартовая площадка, когда вы можете, проанализировав эту ситуацию, осознанно перейти в состояние 4-8 и больше планировать те дела, которые вам нужны. В состоянии 4-8 в сфере друзья и окружения вы заметите, что вы будете испытывать тягу больше к счастливым людям, к семейным парам, которые вот живут насыщенной, ровной жизнью, без вот этой вот высокой амплитуды эмоций. И переходя к состоянию 8-10, вы заметите, что вам уже неинтересно общаться с людьми состояния 0,4, потому что у вас уже есть свои собственные планы, у вас появились единомышленники, которые разделяют ваши жизненные планы. Таким образом, на чужом опыте людей, находящихся в состоянии 0,4, вы начинаете понимать, как не нужно делать свое личное счастье, какие шаги ведут к личному несчастью. У вас будет такое прозрение или умение различать вот эти вот негативные шаги перенаполненности эмоций. Итак, кратко подводим итоги сегодняшнего видео, как чужой опыт помогает быть счастливой. В этом видео мы впервые затронули тему «Быть счастливой, используя чужой опыт». Мы эту тему будем развивать. Скорее всего, видео будет выходить с периодичностью один раз в квартал, потому что если вы находитесь в состоянии 4-8, для вас тема как быть счастливой является не очень актуальна. Вы нашли свой проверенный источник, как своими личными шагами идти к счастью. Наша задача подбрасывать вам темы для размышления, сложные ситуации разбирать через плейлист «Практика колеса жизненного баланса». А если мы найдем какое-то оригинальное решение, которое есть уже в напечатанных книгах, в каких-то обучающих семинарах, не забудьте дать нам об этом информацию в комментариях. Мы эту ситуацию обязательно изучим и выпустим отдельное видео. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня.
Те, кто автомобилисты, дайте обратную связь, хорошо ли качественно записан звук, интересны ли вам темы сегодняшнего видео. Всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения, у вас все получится, я в вас верю.